Где эта шапка? Где эта шапка Однолицего? Где эта шапка? О! Да не пропал он, просто занят был. Да, Фавионыч сегодня у нас за кадром, друзья. Сегодня у нас задает вопросы все Однолицый. А Фавионыч у нас в кадре. Друзья, привет, с вами Фавионыч. И в преддверии стрима, который я планирую сделать на выходных, сегодня с вами будет кто? Однолицый. Ты с ума сошел, что ли? И Однолицый сегодня вам задает простые вопросы. Так что это видео вопросов. Смотрите и отвечайте в комментариях. Что вы берете с собой в сумку? Любой предмет и считаете самым важным. Друзья, кто смотрит мои видео, знает, что во Фликере, например, одна из самых посещаемых групп — это что в моей сумке. Это брехня, Фавионыч. Или предметы, которые фотограф берет с собой. То же самое интерес на Ютубе. У тебя явно что-то не то. Поэтому будет интересно, что вы считаете необходимыми предметами для постоянного ношения с собой. Ты с ума сошел, что ли? Если говорить про фотографии, друзья, то меня, конечно, интересовал бы вопрос, связанный с вашим опытом, какими камерами вы пользовались изначально. А посему вопрос от Однолицего звучит так. Говори, какая у тебя была первая камера. Вспоминай. Вне зависимости от того, получилось или нет. Какая самая первая камера? Первый опыт. Да, друзья, очевидно, я вчера погорячился, когда выбрал локацию около этой огромной трассы ЗСД, про которую мы снимали не одно, кстати, видео. Фавионыч, ты просто дебил. Ты вчера записывал вопросы к видео по поводу видоискателя, стоя под трассой, где ездят машины миллион, а потом удивляешься, что у тебя горло болит или еще что-то, голова. Здесь же все тяжелые металлы, все сюда падает вниз. Но я хочу вам задать еще один вопрос. Как часто вы замечаете или стараетесь отслеживать ваши настройки в камере, фотокамере или видеокамере? Учитывайте это. Потому что мой опыт говорит, я сегодня посмотрел кусочек видео про Москву, и что-то там темно было. У тебя явно что-то не то. Все, а потом случайным образом через некоторое время я обнаружил, что у меня в настройках видеокамеры стояла включенная коррекция минус 1,5 стопа. Ты с ума сошел, что ли? Поэтому на обработке я особо это не обращал внимания, а потом на телевизоре, конечно, это все видно. Поэтому вопрос следующий от Однолицего. Вы вообще следите за настройками своей камеры, фото? И вообще периодически, когда сбрасывается все это, какие-то ручечки там крутите, что-то там, настроечки, что-то такое. Вообще, что-то делаете? Ну, у тебя явно что-то не то. Да, Фавионыч, ты действительно какой-то странный человек. Залез под высоковольтную вышку и хочет, чтобы у него контрасты, микроконтрасты, какие-то шумы пропали и сигналы были хорошие. Странный человек вообще. А вы, друзья, посоветуйте Фавионычу, как бороться с шумами внешними, внутренними. Что вы для этого делаете? Может, музыку слушаете, может, медитируете. Напишите в комментариях. И, кстати, друзья, чем отличается проезд запрещен, закрыт от ограничен? Чем это отличается? Ну, а вы что считаете, друзья? Как надо бороться с запретами фотографий в ограничениях в фотоискусстве? Надо с ним бороться или просто на них не обращать внимания? Да, еще один вопрос к теме идеальной техники, идеальных аксессуаров. Идеальный рюкзак, идеальная камера. Что это? Что должно помещаться в настоящий удобный рюкзак для путешествий, для продуктов?
Ну, для жизни, как говорится. Друзья, я не знаю, что там наболтал вам однолицый, но в мой рюкзак должны помещаться как минимум 20 или 30 перцев, которые я сегодня буду готовить. Странный человек вообще. По уникальному комбинированному рецепту. Поэтому для меня сегодня мой Adidas должен быть перцы. Все, друзья, мой рюкзак полностью набит. И перцем, и помидорами, и все, что мне нужно для изготовления блюда. Мы уже поняли, Фавионыч, что ты будешь самогон, наверное, делать из этого перца. Будет готовить он. Наверняка какие-то напитки будет зловещие делать. Эти эксперименты ставить очередные. То вот недавно было еще одно интервью, которое тоже в штаб-квартире. И там он упомянул о том, что они испытывали серьезнейшие проблемы с чипами в своих объективах. Фавионыч, ты достал уже свои фотографии? Спроси у людей лучше, что они пьют вообще. Явно что-то не то, когда у них жажда. Воду газированную, лимонады, может, какие-то. Может, какие-то специальные чаи травяные. Вот что людей интересует, а ты своими фотоаппаратами привязался. Да не, однолицый, ты прав, конечно. Но лимонадное мое видео про волшебную жижу мало кто смотрит. Это брехня, Фавионыч. Поэтому я решил, что это мало кого интересует и в жаркое время, и в холодное. Вообще, Фавионыч, конечно, я недоволен активностью твоей аудитории. У тебя аудитория или смотрит, не подписывается, или комментирует, не смотрит, или наоборот. В общем, не знаю, что с тобой делать, Фавионыч. Кстати, по поводу перцев, друзья, кто смотрел мое видео про Анамур, я там ел самые вкусные в мире готовленные перцы. Странный человек вообще. Вкуснее, чем даже вкуснейшая баранина. Это брехня. Поэтому посмотрите это видео обязательно. Я думаю, что вы для себя откроете. Местечко называется Бояджи. Бояджи недалеко от Анамура. Так о чем стрим-то, Фавионыч, будет? Ты знаешь вообще, нет? И когда будет? Честно говоря, друзья, не знаю, не загадываю. Как пойдет, как говорится. Чтобы все получилось. Фавионыч, кто-нибудь вообще объяснит, что происходит с компактными камерами? Друзья, пока весь мир обсуждает снятие с производств недорогих камер, Canon, Nikon, Sony и прочие, Ты с ума сошел, что ли? которые, как я и говорил, заменятся смартфонами, но почему-то кто-то не верил в это. Это брехня, Фавионыч. Я утверждаю, что через год то же самое участь постигнет не только через год-два, не только маленькие камеры, но и большинство групп обычных камер. Это связано с чем? Да, с чем? С технологиями. Учитывайте это. Ну да, кстати, друзья, если вас занесет какие-то странные районы, или вас не пускают, или ваша техника не может справиться, друзья. Ну, друзья, жду ответов на ваши. На мои вопросы. Как же плоды, Фавионыч? Плоды-то будут твоего искусства или нет?